В последние дни в армянском медиапространстве вновь оказалось в центре внимания интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое, несмотря на свой неактуальный характер, вызвало широкий общественный резонанс. Речь идет о записи, сделанной еще в 2022 году, однако ее повторное распространение сегодня оказалось не случайным. Содержание высказываний накладывается на текущую политическую атмосферу и воспринимается уже в совершенно ином контексте. Наиболее обсуждаемым фрагментом стало заявление Алиева, в котором он с заметной долей иронии утверждает, что азербайджанская сторона использует воздушное пространство Армении без получения соответствующего разрешения. Даже если рассматривать это как элемент риторики или политической демонстрации уверенности, подобные слова неизбежно затрагивают фундаментальные вопросы государственного суверенитета и безопасности. С точки зрения международного права, контроль над воздушным пространством является неотъемлемой частью суверенитета государства. Любые намеки на его нарушение, вне зависимости от того, имеют ли они под собой реальные основания или нет, воспринимаются как серьезный сигнал. Именно поэтому возвращение этого фрагмента интервью в публичную повестку вызвало столь острую реакцию. При этом важно подчеркнуть, что само интервью было дано в иной политической реальности. В 2022 году переговорный процесс между Ереваном и Баку находился в другой фазе, а многие из нынешних договоренностей и обсуждаемых инициатив еще не существовали. Тем не менее, подобные заявления обладают долгой жизнью. Они могут возвращаться в информационное поле и использоваться в новых политических условиях. В том же интервью Алиев также делал заявления более стратегического характера. В частности, он отмечал, что у Азербайджана есть основания не признавать территориальную целостность Армении, однако Баку готов пойти на это ради достижения мира. При этом звучала оговорка о том, что такая позиция не обязательно является окончательной и может измениться в будущем. Подобная формулировка, с одной стороны, оставляет пространство для дипломатии, а с другой – создает элемент неопределенности. На фоне этих заявлений внутри Армении усиливаются политические дискуссии. Премьер-министр Никол Пашинян в своих выступлениях подчеркивает необходимость движения к миру, одновременно критикуя риторику, которую он интерпретирует как скрытый призыв к новой войне. По его словам, тезис о «лучшем мире» часто используется для оправдания конфронтационных сценариев, что, по его мнению, является абсурдным и опасным подходом. Одновременно Пашинян делает акцент на укреплении обороноспособности страны. Он заявил о намерении публично продемонстрировать закупленное вооружение, приобретенное в последние годы, подчеркнув, что это не подготовка к войне, а элемент прозрачности и отчетности перед обществом. В его интерпретации сильная армия рассматривается как фактор сдерживания возможной агрессии, а не ее провоцирования. При этом, по данным предварительных опросов общественного мнения в преддверии парламентских выборов, намеченных на лето 2026 года, политическая картина остается неоднозначной. Действующая власть сохраняет лидерство, однако, согласно ряду оценок, сразу за Николом Пашиняном в рейтингах следует крупный бизнесмен Самвел Карапетян. Его возможное участие в политических процессах вызывает особый интерес и дискуссии. Отметим, что по некоторым данным на данный момент ни одна сила не преодолевает 50% барьер. Это означает, что с высокой долей вероятности потребуется второй тур или формирование новых альянсов. Это добавляет интригу к предстоящей кампании и расширяет спектр потенциальных центров влияния. Оппозиционные силы предлагают альтернативный взгляд на происходящее. Второй президент Армении Роберт Кочарян, представляющий блок «Армения», заявляет, что мир с Азербайджаном возможен только при наличии реальных, а не декларативных гарантий безопасности.
По его словам, ключевым приоритетом остается обеспечение безопасности через сильную армию, эффективное государственное управление и наличие надежных союзников. В то же время Качарян делает и более жесткие заявления. Он подчеркивает, что в случае прихода к власти намерен добиться ответов от действующего премьер-министра Никола Пашиняна относительно принятых решений в ключевые периоды последних лет. В частности, речь идет о вопросах, связанных с итогами Карабахского конфликта и тем, каким образом формировалась текущая переговорная повестка. Таким образом, политическая конкуренция внутри страны постепенно превращается в борьбу за интерпретацию недавнего прошлого и распределение ответственности. Параллельно развивается и идеологическое измерение конфликта. В Азербайджане проходят экспертные и научные мероприятия, в рамках которых обсуждаются исторические и политические нарративы региона. В ряде случаев звучат интерпретации, ставящие под сомнение устоявшиеся представления о демографических и исторических процессах на Южном Кавказе. Подобные подходы могут рассматриваться как попытка формирования долгосрочной идеологической базы. Исторический контекст также остается важным фактором. За последние десятилетия армянское население региона пережило несколько волн массового перемещения, связанных с конфликтами и насилием. События конца 1980-х годов, война 2020 года и последующие процессы 2023 года продолжают влиять на общественное восприятие и формируют высокий уровень чувствительности к подобным заявлениям. На этом фоне региональная обстановка остается сложной. Напряженность вокруг Ирана и в более широком ближневосточном регионе, а также вовлеченность крупных международных игроков создают дополнительный уровень неопределенности. Южный Кавказ в этих условиях остается пространством, где локальные процессы тесно переплетаются с глобальной политикой. Таким образом, даже архивные заявления, подобные интервью Алиева, становятся частью текущей политической реальности. Они усиливают недоверие, используются в рамках внутренней политической борьбы и оказывают влияние на общественные настроения. В условиях приближающихся выборов фактор общественного доверия становится ключевым, а конкуренция между различными политическими и околополитическими центрами силы все более заметной. Появление в рейтингах новых фигур, включая представителей крупного бизнеса, лишь подчеркивает, что политическое поле Армении находится в стадии трансформации. Главный вопрос заключается в том, смогут ли стороны перейти от взаимной жесткой риторики к формированию устойчивых механизмов доверия. В противном случае даже высказывания прошлых лет будут продолжать возвращаться в повестку, усиливая напряженность и усложняя и без того хрупкий процесс урегулирования. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех актуальных событий на Южном Кавказе.